Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня у нас еще одна модель сумки. Мы с вами плели вот такую. И сейчас у нас будет с одной ручкой и с хлястиком. Сегодня я покажу, как сделать вот эту складочку. И это будет также началом нашей ручки. И как сделать хлястик. Многие подробные уроки, как плести основания и делать боковинки, я уже делала эти уроки, поэтому ссылки оставлю под видео, чтобы на этом не останавливаться. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать акриловые бусы, диаметр 10 миллиметров. Также использую леску 0,4 миллиметра, можно использовать 0,5-0,6. Бусы у меня вот в такой 500 грамм упаковке. И напоминаю, что сегодня не подробный урок, а быстрый урок. Покажу, как плести быстренько основу, боковинки. И сегодня еще один вариант. Покажу, как плести ручку. Будет у нас одна ручка вот с этого основания. Берем леску. Сумка у нас плетется из квадратиков, которые состоят из 4 бус. На одну леску я набираю 3 бусины, на другую 1 бусину. Так, у меня все прокручивается немножко, неудобно. Сейчас показываю. 3 бусины и 1 бусина. Подробный урок, как плести, есть на канале, поэтому я на этом останавливаться не буду. И вот в эта леска, которая у нас 3 бусины, мы делаем петлю в последнюю бусину. Вот она. И теперь у нас вот тут петля и второй край лески продеваем через петлю. Совмещаем оба края и опускаем все бусы на середину. Вот у нас опущенные. Получается вот такой квадрат. И теперь вот этот узелок затягиваем в середину. Следующий квадратик нам нужны только 3 буса. На одну леску одеваем 1 бусину, на другую леску одеваем 2 бусины. Напоминаю, одна у нас уже есть. И вот в эту снова делаем петлю. И второй край одеваем в петлю. Вот он. Хватаем оба края и затягиваем леску. Затянули. И вот у нас теперь узел. Так, сейчас переверну. Вот наш узел. И снова затягиваем его в середину. И вот у нас получаются вот такие квадратики. Из таких квадратиков плетем всю сумку. Подробный урок оставлю ссылку под видео. И плетем нужный нам размер. Я сплела основание. У меня здесь 14 рядов, здесь 25 рядов, из которых 10 одна стеночка сумки, 5 нижняя часть дно и еще 10 бусин вторая сторона. Я отсчитываю 10 рядов, и здесь у меня будет сгиб. Все хорошо подгибается. И со второй стороны 5 рядов, это у меня дно, и также сгибаю. И вот у меня получается одна сторона сумки, дно, и вторая сторона. Сейчас я работаю над боковинками. Одну я уже сделала. И напоминаю, что подробный урок есть у меня на канале. Показывала, как делать предыдущую сумку. И можно посмотреть. Все ссылки я оставлю в инфобоксе под видео. Перетягиваю нашу петлю и затягиваю ее в бусину. И вот у нас все стабильно держится. Теперь соединяю полотно леской. И продолжаю плетение.
Один край сумочки я уже сделала одну боковинку и начала плести ручку. Сейчас покажу, как сделать вторую. Девочки, очень извиняюсь, у нас сегодня ремонтные работы. Если вдруг какой-то шум с улицы, то это не я. И вот я начинаю работу. Здесь, как вы помните, у меня 5 рядов. Я беру леску и начинаем работу вот с этого ряда. Я специально приблизила камеру. И вот эти 3 средние бусины нам надо продеть через них леску. Раз, два, три. Вот они, 3 бусины. Раз, два. Продеваю леску. Так, и леска в третью не проходит. Надо помочь. Вот третья. Так. И вот она выходит. Вот я продела леску. Раз, два, три. Теперь выравниваем оба края, чтобы они были одинаковые. Вот я совмещаю края и выравниваю леску. Теперь на одну из лесок набираю бусину и делаю петлю. Вот моя петля. И второй край лески через эту петлю пропускаю. И теперь все утягиваю. Так, еще раз проверяю леску. Одинаковая. Вот она. Вот моя бусина. Получается раз, два, три. И это 4-я бусина. И теперь немножко вот так помогаю. И утягиваю все. Вот. Так, теперь узелок пропускаю в середину. Так, не пропустила. Вот, пропустила. Да что ж такое, не фиксируется. Здесь все тянет, поэтому не фиксируется все сразу. Но вот у нас получается, что получается складочка. Раз, два, три, 4. Такой же квадратик получается. Теперь вот эти лески надо продеть через вот эти боковые бусины. И у нас с этой стороны также получится квадратик. Сейчас у нас 3 бусины. Одеваем вот здесь леску, протягиваем. Камера висит прямо перед лицом, ничего не вижу. Вот моя леска одна. И вот через вот эту бусину. Все, протянули. Еще раз пытаемся все утянуть. Посмотрите, раз, два, три. Нам не хватает одной бусины вот здесь. На любую из лесок одеваем бусину. Вот, одеваю. Снова делаю петлю. И вторую леску через эту петлю протягиваем. И теперь все утягиваем снова. Помогаем даже вот так руками, чтобы все утянуть. И узелок на середину. И вот что у нас получилось. Квадратик. И сверху у нас также получается квадратик. Именно с этого квадратика мы будем плести с вами ручку. У нас получилась красивая складка и начало ручки. И начинаем плести ручку. Как мы помним, начало ряда всегда 3 бусины. И на одну леску я одеваю 3 бусины. И в последнюю я делаю петлю. Так, вот о чем я говорила. На улице ремонтные работы. Делаю петлю. И через эту петлю вторую леску протягиваю. И теперь я все утягиваю. И вот вы видите, у меня получается снова квадратик. Закрепила квадратик. Теперь вот эту леску, нижнюю, мне надо продеть через вот эту бусину. Мы будем снова делать квадратики. Первый ряд, когда мы поднимаемся вверх, у нас 3 бусины идут. Затем работаем 2 бусины, еще 2. И здесь у нас не будет хватать одной. Теперь соединяем леской наш будущий квадратик. Вот в эту бусину. Тут надо подлезть аккуратненько. Немножко неудобно, но возможно. Если не на камеру работать, то это легко.
Вот у меня получается нижняя леска и верхняя леска. У меня не хватает 2 бусин. Беру 2 бусины, одеваю на леску, делаю петлю. Вот она. И теперь перетягиваю все, утягиваю и фиксирую узелок. Вот теперь у нас здесь получилось 4 бусины, вот здесь у нас 4 бусины. И теперь вот здесь у нас не хватает снова 2 бусин. Перетягиваем леску через нижнюю бусину. Это соединяем следующий ряд. Немножко трудно в начале, потом будет легко. Вот я перетянула леску. Снова на верхнюю леску одеваю 2 бусины. И в принципе продолжаем работать. И сейчас покажу, как последнюю бусину сделать. Вот у меня. Так, сейчас убежала бусина. Делаю петлю. Перетягиваю вторую леску через петлю. И все утягиваю. Вот так ухожу вниз, затягиваю и перетягиваю узелок. И вот у нас получилось с одной стороны 4 бусины, с другой здесь 4. И здесь у нас 1, 2, 3. Не хватает одной. Теперь я вот эту нижнюю леску перетягиваю через вот эту бусину и через вот эту бусину. И вывожу ее наверх. Так, мне тут мешает все. Вот мой край лески. Через нижнюю бусину. Когда это делать на практике, то намного все понятнее. Если еще делать не из прозрачных бус, то вообще все хорошо. Сейчас я протяну через эту бусину, не совсем удобно на камеру, и вернусь к вам. Через нижнюю бусину я протянула и вот эту боковую, чтобы вывести все лески наверх. Так, где моя леска? Наверное, для учебы надо иметь цветную леску, чтобы лучше было видно. Что ж такое, не могу попасть. Вот в эту бусину. Вот, попала. И теперь получается у нас не хватает всего лишь одной бусинки. Вот 1, 2, 3. И также на любую из лесок мы берем бусину. Делаем петлю. И утягиваем. Пропускаем петлю. И соединяем узелок в середину. И вот вы видите, у нас начало ручки. И прежде чем я продолжу плести ручку, сделаю хлястик, чтобы мне было удобнее. И будет у меня это центральные 6 бусин, поэтому откладываю 4 с каждого края. И вот в эту бусину одеваю леску. Не попасть. Вот, одела леску. И теперь распределяю леску на половинки, чтобы оба конца у меня были одинаковые. Вот. И теперь снова начинаем плести, как и плели. Это у нас новый ряд. Набираем 3 бусины.
делаем петлю и перетягиваем. И у нас получится, что мы будем плести по основанию сумки не целый ряд, а только вот эти 6 бусин. Снова выравниваю края и все вытягиваю сюда. И вот у нас получается следующий ряд. Фиксирую узелок. Протягиваю теперь следующую леску через основание, чтобы все соединить. Так, чтобы было вам лучше видно. Теперь у нас получается 2 бусины есть. Берем следующие 2. В последнюю мы делаем петлю и снова перетягиваем. И так плетем наш ряд, который будет состоять из 6 бусин. Перетягиваю леску и фиксирую. Вот что получается. Пять рядов у меня готово. И последний ряд, вот здесь бусины я одеваю не на верхнюю леску, а на нижнюю. Таким образом, когда мы все стянем, то леска станет в правильном направлении и можно продолжать работать. Не надо ее перетаскивать через бусины. Вот я делаю петлю в нижнюю леску и утягиваю. И вот леска у меня уже сразу оказалась наверху. Теперь продолжаю плетение вот в этом направлении. Набираю на леску снова 3 бусины, как мы с вами и плели до этого. Делаю петлю, перетягиваю и все утягиваю. И продолжаю плетение в другую сторону. Вот у меня начался новый ряд. И плетем хлястик. Я сплела 6 рядов. И вот так вот это смотрится. И здесь, сейчас вам покажу. Здесь я, скорее всего, прикреплю замок. И это будет закрываться. И будет еще, наверное, вот такая брошка. И плету ручки. Как я делала это в предыдущем видео. Ссылку я также оставлю, где мы с вами плели другую сумку. Я доплела ручку, и теперь пришло время соединить. И вот если я соединяю, то у меня получается 1 бусина есть, 2 есть. И для квадратика мне не хватает еще 2 бусин. Поэтому я в каждую леску одену по 1 бусине. Сейчас покажу, как я это делаю. Одеваю леску в 1 бусину. Теперь протаскиваю, соединяю вот с этой бусиной. Можно одеть сразу на 1 леску, кому как удобнее. Ну, давайте сразу оденем. И следующую бусину беру. Теперь вот в эту последнюю бусину я делаю петлю. И теперь верхнюю леску перетаскиваем через петлю и затягиваем. Сейчас я поверну, чтобы вам показать. Вот у нас соединяется все. Теперь узелок перетаскиваем вот сюда. И у нас получается снова квадратик. С этой стороны квадратик мы сделали. Теперь у нас не хватает бусин тут. Теперь мы леску протаскиваем через вот эту бусину и вот эту бусину. Получается, у нас 3 бусины у нас уже здесь есть. Надо будет добавить только 1. Вот я сейчас протащу леску. Надеюсь, вам будет видно. Так, мне немножко неудобно. Вот соседняя бусина. Протаскиваем с этой стороны леску. Хватаю ее. И со второй стороны, вот в соседнюю бусину. Также все протаскиваю. Так, вытаскиваю леску. И теперь получается на 1 из лесок, вот нам не хватает здесь 1 бусины.
я беру бусину, делаю петлю и второй леской здесь надо все очень туго все натягивать. Вот, добавляю вот эту бусину и перетягиваю леску. Вот. Теперь нам надо ту же процедуру сделать изнутри. Берем также вот эти соседние бусины, протаскиваем леску, одеваем одну и возвращаемся вот сюда. Это будет последняя бусина. Леску я протащила, и теперь также беру бусину и заполняю недостающий квадратик. Делаю петлю. Когда вы будете это делать, наглядно это все видно, где чего не хватает. И вот последнюю бусину я затягиваю все и перетягиваю, вот, чтобы у меня все держалось. И вот у меня получается все ровно и красиво. И сейчас я леской еще раз пройдусь по бусинам и закреплю. И вот что у меня получилось в итоге. Очень симпатично. В следующем видео я вам покажу, как закрепить застежку и декор. Так, декор где-то у меня потерялся. Вот он, светлый декор и декор. А эта сумочка получилась даже по размеру. Она такая же, такое же количество бус, но такое ощущение, что она как будто больше. Также подробный урок по этой сумочке есть на канале. И все ссылки я оставлю под видео. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.